Всем привет, меня зовут Денис, и я рад вас приветствовать на канале Вкусно, просто, быстро. Хочу представить вам неповторимый шоколадный торт. Он получится влажным, нежным и очень мягким. В этом торте шоколад везде, в воздушном бисквите, в шелковом креме и в глянцевой глазури. Мы будем готовить его шаг за шагом, без сложных техник. Результат вас по-настоящему удивит. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт длиной 20 см, шириной 16 см, высотой 8 см и весом 1 кг 600 г. Давайте приготовим. Начнем с шоколадной глазури, чтобы она успела застыть. В миску добавьте 150 г холодных сливок жирностью 33% и 150 г темного шоколада с содержанием какао 45-55%, поломанного на кусочки. Далее в рецепте будем использовать такие же сливки и шоколад. Растопите смесь в микроволновой печи импульсами по 30, 20, затем 10 секунд. Добавьте 10 грамм сливочного масла жирностью 82% и перемешайте венчиком до полного растворения и гладкости. По желанию влейте 15 грамм бренди или другого алкоголя и снова перемешайте и уберите в холодильник минимум на 1,5-2 часа для загустения. Для пропитки в кружку залейте 120 грамм кипятка, всыпьте 2 чайные ложки с горкой кофе и 2 чайные ложки с горкой сахара. Хорошо размешайте до полного растворения. Оставьте остывать до комнатной температуры. Для бисквита заранее разогрейте духовку до 180 градусов и застелите прямоугольную форму примерно 32,5 на 22,5 см пергаментом. В небольшой миске смешайте 20 грамм растительного масла или 1 столовая ложка и 20 грамм молока, примерно 1,5 столовые ложки. В чаше миксера взбейте 6 яиц размера С1 весом примерно 300 грамм, 230 грамм сахара или 11,5 столовых ложек без верха и четверть чайной ложки соли на высокой скорости в течение 5-7 минут до светлой, очень пышной и устойчивой массы. Влейте смесь масла с молоком, перемешайте до однородности. Просейте 130 грамм муки или 6,5 столовых ложек без горки, 30 грамм какао или 2 столовые ложки с горкой, 10 грамм разрыхлителя или 2 чайные ложки с горкой. Аккуратно, но быстро перемешайте венчиком, движениями снизу вверх, чтобы тесто не опало. Перелейте тесто в подготовленную форму, аккуратно разровняйте лопаткой. Выпекайте в разогретой духовке около 20-25 минут. Первые 20 минут не открывайте дверцу духовки. Готовность проверьте деревянной шпажкой, она должна выходить сухой. Достаньте бисквит из духовки, дайте постоять в форме 10 минут, затем переверните на решетку, снимите пергамент и дайте полностью остыть. Для шоколадного крема растопите 70 грамм темного шоколада в микроволновой печи импульсами по 20, 10, затем 5 секунд, каждый раз немного перемешивая и дайте немного остыть. В чашу добавьте 150 грамм холодных сливок, 60 грамм сахарной пудры или 3 столовые ложки без горки, 30 грамм какао или 2 столовые ложки с горкой и 300 грамм сливочного сыра или 12 столовых ложек с горкой. Сначала немного помешайте вручную, чтобы сухие ингредиенты не разлетелись. Затем взбейте миксером до однородной массы. Влейте остывший растопленный шоколад. Еще раз тщательно взбейте крем до однородности. Сложите 100 грамм крема в отдельную миску для украшения боков торта. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на наши каналы, которые видите на экране. На них выходит разнообразный контент. Сканируйте QR-коды через камеру телефона или с помощью сторонних приложений, либо переходите по ссылке в описании. Спасибо за вашу поддержку, вы вдохновляете. Соберите торт, обрежьте края бисквита, чтобы получился ровный прямоугольник размером примерно 30 на 20 см. Сохраните обрезки для крошки. Разрежьте бисквитный пласт пополам. Должно получиться 2 бисквита по 20 на 15 см. Затем каждый бисквит разрежьте вдоль на 2 равных пласта. Положите первый корж на сервировочное блюдо. Равномерно пропитайте корж 30 граммами остывшей пропитки с помощью кисточки или ложки. Установите разъемную форму, выстелите стенки ацетатной пленкой. Нанесите половину подготовленной шоколадной глазури, примерно 150 грамм. Распределите ее ровным слоем. Накройте вторым коржом. Снова пропитайте 30 граммами пропитки. Нанесите половину шоколадного крема
где-то 250 грамм, и разровняйте. Положите третий корж, пропитайте кофе и распределите вторую половину шоколадной глазури. Накройте последним, четвертым коржом. Пропитайте его оставшимся кофе и нанесите и разровняйте вторую половину шоколадного крема. Накройте торт пищевой пленкой и уберите в холодильник для стабилизации минимум на 4-6 часов, а лучше на ночь. Украсьте торт. Бока и верх торта обмажьте 100 граммами отложенного крема. Для узора на верхушку торта растопите 15 грамм темного шоколада. Смешайте с 5 граммами растительного масла или пол чайной ложки для гладкости. Переложите в кондитерский пакет и нарисуйте на поверхности торта узор по вашему желанию. Например, я сделал сеточку, точки и окантовку. 40 грамм обрезков от бисквита измельчите в мелкую крошку. Аккуратно обсыпьте бока торта. Торт готов. Кофейная пропитка идеально оттеняет шоколад. Крем тает во рту. Глазурь завершает этот идеальный десерт. Обязательно приготовьте, и вы поймете, почему этот торт становится любимым с первого кусочка. Делитесь вашими шедеврами в комментариях. Спасибо за просмотр. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.